Всем привет! Сгонял по-быстрому в город за клеем. Теперь можно будет продолжить дальше изготавливать улья. Эти дни я обходился без него, но с ним можно будет наконец-то дособирать корпуса и перейти к следующему этапу, делать крыши. Да и за Донья пора бы уже браться и вообще заканчивать с ними. Скорее всего, через недельки 3 понадобится уже. Хотя погода в последнее время так изменилась, что старая статистика и приметы уже не работают. И нужно держать руку на пульсе и подстраиваться под эти изменения. Как в том анекдоте «идти по приборам». Ну а раз все поменялось, то следовательно такие новички, как я, находятся в таких же условиях, как и бывалые. И чтобы не стать динозавром и не постичь их судьбу, нужно иметь самый главный навык – уметь адаптироваться под изменения. Ну а мне еще и ускориться, чтобы не попасть в просак и успеть все, что запланировал вовремя. Поэтому быстренько бежать переодеваться, перекусить и приниматься за работу. Еще хочу и рассаду посеять сегодня. Что, соскучилась? Соскучилась, я же быстро съездил. Иди на ручки залазь. Залазь на ручки, поглажу. Вкусняшка, молочка тебе не привез. В магазине заезжал. Попозже привезут доставку. А? Ну что ты сразу обижаешься? Привезут после обеда. Да? Что, не обижаешься? Ну иди вообще. Надо работать. Говорят, ты слишком много пьешь. Как думаешь, он прав? Я не хочу, чтобы ты кончил, как Фрэнк Лип. Переоделся и включил режим Юлия Цезаря, многозадачность. Пока готовится обед, решил заодно расслабиться и сериальчик посмотреть. Ну а так как насиделся в машине, пока в город ездил, да и каждая минутка дорога, решил вторым слоем улики маслом покрыть. Как раз первый высох за ночь, вчера весь день мазал. Ну, второй вроде бы идет полегче, да, вроде бы и расход как-то поменьше. Может быть, баклажки и хватит, хотя вряд ли, так как по объему большие корпуса где-то столько же будут. Все будет хорошо. Главное масла не перепутать, а то испорчу блины. Кстати, всех с масленицей. Да и, как показывают последние исследования, многозадачность вовсе и неэффективна в долгосрочной перспективе, так как большая вероятность сделать ошибку, а потом, чтобы исправлять их, уйдет больше времени. Поэтому решил переобуться, и прежде чем продолжать дальше изготавливать улья и собирать корпуса и крышки, то сначала закончу с этой операцией и освобожу место. К тому же кисточка только одна, и сначала нужно освободить ее от масла, прежде чем клей открывать. Хотя те 4 корпуса, которые не склеены, было бы неплохо вместе с ними закончить. Но пойдут вместе с крышками. Тем более на них еще нужно пенополистирол вырезать, а эти уже успеют высохнуть за это время.
Снова переобулся. Решил улики пока не делать. Посмотрел прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня-завтра еще ночью мороз, а потом плюсовая температура. А днем так и вообще до 10 градусов будет. А это значит, что в этом году весна придет пораньше и раньше все оживет. Поэтому решил заняться садом, пока еще есть возможности, чтобы не откладывать работу до осени. Обрежу яблоньки, чтобы успели рано затянуться немного от досокодвижения. Ну и проведу некоторые профилактические работы по защите от вредителей. А так как в моем саду живут пчелы, да и других полезных насекомых полно, то химию для этих целей применять не будешь. Ну а органические защитные средства довольно дорогие, да и не думаю, что они будут сильно эффективны в моих реалиях. Поэтому решил привлечь работников, которые будут заниматься этим вопросом. Ну а так как платить мне им нечем, то будут работать за еду и жилье. Вот и мастеру для них. Во, Шадо обрадуется. Кстати, с этих бочек, которые мне одногруппник привез, когда приезжал в гости, попробую ловушки для пчел сделать. Нужно же будет 15 ульев, когда доделаю, заселять кем-то. Будем ловить раи. Фу, домучил, аж вспотел. А вы говорите, скучно в деревне. Некогда тут скучать, работаешь вон как папа Карло. Уже и на улице темнеет, а хотелось бы закончить сегодня, чтобы завтра сразу с сада начать. Ну, детали вроде все уже подготовил, осталось только собрать. Еще часик-другой, и здесь закончу. А хотелось бы еще сегодня томаты с перцами на рассаду посеять. Вроде бы пишут, что сегодня благоприятный день для такой работы. Пользуйтесь там лунным календарем садовода или еще какими-нибудь для выбора дня, когда что-то делать в саду. Или так, захотели и сделали.
Получилось на скорую руку сколотить такие суровые домишки. Ну а что вы хотели? Социальное жилье. Да и времени нету уделять экстерьеру. Много другой работы. К тому же видел, скворцы уже прилетели и где-то тусуются без крыши над головой. Сильно не обрабатывал доски, так только порезал. А ну только что парадную отшлифовал. Все же надо будет им как-то невест привлекать. Даже кору не обдирал. Вряд ли кто-то осмелится поселиться рядом с такими соседями. Ну, вклад в защиту сделал, осталось еще пойти позаботиться о будущем урожае. О, Шадо, ты откуда вылезла? Пойдем домой, там тебе молочка привезли.